Здравствуйте, друзья! Кому служил Кутузов? И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. 13 июля 1813 года в залах Петербургского музыкального общества под председательством гроссмейстера И.В. Вебера и в присутствии многих сотен масонов состоялось торжественное траурное собрание, посвященное памяти великого брата, фельдмаршала князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского. Не одни заслуги перед Отечеством на поле брани были причиной такого почета. В различных положениях, которые последовательно выпадали на долю нашего знаменитого брата, он был религиозным блюстителем наших идей, примерным ревнителем, неизменно готовым на благотворительные жертвы во имя страждущего человека и особенно на пользу своих братьев. По совершенствованию мы обязаны воздать славу его постоянству и его принципам. Первое прикосновение Кутузова к таинствам ордена свершилось в 1779 году в Регенсбурге, в ложе к 3 ключам. Он пришел искать в братстве сил для борьбы со страстями и ключа от тайн мира. Путешествуя по Европе, он вошел также в ложи Франкфурта и Берлина, а по возвращению в Россию в 1783 году посвященные на берегах Невы признали его своим, но лишь в Москве. У сияющего лучезарного очага этой замечательной столицы, прославленной в столь многих отношениях, он предстал смиренным ревнителем. Его приняли, учтя его способности к приобретению высоких званий. Он был приобщен к высшему ордену при обстоятельствах, предрекших его высокие судьбы. На основании некоторых косвенных указаний можно предполагать, что Кутузов был членом шотландской ложи Сфинкса. Он дошел до высоких степеней и был влиятельным и необходимым членом братства вольных каменщиков, его постоянной опорой. При посвящении в 7-ю степень шведского масонства Кутузов получил орденское имя «Зеленеющий лавр» и девиз «Победами себя прославить». И орденское имя, и девиз, по словам одного из историков масонства, оказались пророческими. Чрезвычайно любопытно, что оба знаменитых героя военной истории России, Суворов и Кутузов, принадлежали к братству вольных каменщиков. И в жизни и характерах этих двух самобытных людей много общих черт. Любознательность, снисходительность, религиозность, способность особого постижения народного духа одинаково им свойственны. Их сближение не было случайным. Суворов рано оценил Кутузова, между ними установились взаимное понимание и расположение, а с 1776 года Кутузов сделался на многие годы правой рукой Суворова. Трудно высказать основания для сближения их характеров. Трудно высказать какое-либо утверждение по поводу того, имел ли Суворов влияние на своего младшего товарища в вопросе его масонского посвящения. Во всяком случае, оно произошло во время их совместной службы. И если не сохранилось сведения о длительной работе Суворова в среде вольных каменщиков, то о Кутузове можно сказать, что он связал свое имя с братством более чем на 30 лет. И есть даже некоторые основания думать, что именно масонское общество способствовало назначению его предводителем сил в борьбе с Наполеоном, который представлялся масоном начала XIX столетия демоном властолюбия и насилия. Мир и спокойствие – цель ордена вольных каменщиков. Были попраны. Зло, одетое в броню завоевателя, предстало перед русскими масонами. Борьбу против этого зла они почитали своим долгом. Вот почему не только Кутузов, но и ряд других вольных каменщиков оказались героями войны 12 года. Те же основания защиты войны выдвигали масоны союзных стран во время мировой войны 1914 года. Война в их представлении была единственным средством защиты от посягательств на европейский мир и культуру. Не страшась войны, Кутузов, тем не менее, видел в ней лишь крайнее средство для достижения мира.
Черта биографии прославленного военного героя, достойное замечание. Он всегда пытался предварительно искусством дипломатических переговоров предотвратить войну. И никогда не подвергал жизнь подчиненных напрасному риску. Никогда не позволял пятнать славу войск грабежом и пролитием крови мирных жителей. Ты руководил бестрепетными русскими солдатами не для завоевания и разорения, но во имя защиты человечества, освобождения Европы, установления ее мирного процветания. Прими же скромное признание, которое оказывают тебе братья по посвящению устами занимающего этот священный пост. Так говорил в торжественной траурной речи оратор ложи «Сфинкс», а позже ложи трех добродетелей Пьер Муссар. Знаменательнее всего, что такую оценку военных действий и заслуг Кутузова в борьбе с Наполеоном делал не соотечественник полководца, а иностранец, французский литератор. В речи своей, полной пафоса, он превозносил деятельность Кутузова и призывал всех присутствующих оценить славянского Фабия, противопоставившего гению зла гений добра. Оратор не ограничился изложением заслуг Кутузова. Он подробно осветил значение братства вольных каменщиков для Кутузова. «Это в нашей среде ты приобрел добродетели и свет, давшие тебе бессмертие. Среди нас твоя великая душа получила истинную награду мудрости, оплату благотворения. Лишь в нашей среде окружен сиянием венец мудреца, ученика добродетели. И именно в этой ограде, недоступной для профанов и для мирского тщеславия, в этом убежище мудрецов, предназначенном для святейших таинств, твои братья, более взысканные и более внимательные, лучше созерцают это отделение духа от бренного праха. Лучше славят смерть, этот первый шаг величественного пути». Так чтили вольные каменщики своего великого брата, славного не только военными подвигами, но еще больше мудростью, доступной по их убеждению только истинному мастеру-масону. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!